Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами проведенным экспериментом, а именно внезапно возникшей идеей выравнивания торта без шпателя. Очень хотелось узнать, удастся ли моя затея или нет. Поехали! Для начала нам понадобится собрать небольшую конструкцию, в которой будет заключаться весь процесс выравнивания. Нам необходим непосредственно сам торт, охлажденный, стабильный, ровный и раздвижное кольцо. Закрепляем его вокруг торта скрепками, оставляя примерно полсантиметра в запасе под ганаш. От этого момента будет зависеть расход ганаша и его равномерное распределение по стенкам формы. Можно брать и неразъемное кольцо, с ним торт получится ровнее, только нужно подгадать с размерами бисквита. Дальше убираем кольцо с торта, вставляем в него ацетатную ленту. Тоже закрепляем ее скрепкой и переносим кольцо обратно на торт. Затем берем растопленную шоколадную глазурь, фиксируем ей кольцо с подложкой, чтобы ганаш не вытекал из кольца. Торт оставляем тут же на столе, через пару минут глазурь схватится. Снимаем скрепки. Ганаш я приготовила на темном шоколаде и масле в пропорции 1 к 1. Рецепт есть на канале. Однако его консистенция для эксперимента достаточно густая, поэтому я растопила его до 32 градусов и залила им торт. Делаем это сразу, быстро, пока ганаш не остыл. Хорошо прокручиваем торт в разные стороны для равномерного распределения ганаша и выхода больших пузырьков воздуха. Только не поднимайте торт и не стучите по дну подложки. Глазурь треснет и ганаш начнет сильно вытекать. Все, выравнивание закончено. Убираем торт в холодильник. Через 2 часа достаем его обратно, убираем шоколадную глазурь, она легко отходит от кольца. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Подчищаем подложку и срезаем верхний неровный край ганаша ножом. Готово! В целом такой торт, выровненный по принципу приготовления торта остров, смотрится неплохо, и весь процесс происходит достаточно быстро. Думаю, в каких-то случаях такой метод может пригодиться. Главное приноровиться. Уже на 3-й попытке у меня ушло гораздо меньше ганаша, чем в первый раз. Но, как всегда, хочется безупречной идеальности. Меня не совсем устраивают разводы на ганаше. Либо ганаш частично мелкими крупинками остается на ацетатной ленте, либо боковая поверхность местами глянцевая, местами матовая. Раз на раз не приходится. Это, конечно, не критично, в любом случае результат достаточно хороший, но может кто-нибудь знает, от чего такое происходит и как это можно исправить. Жду от вас советов и предложений, заранее благодарю. Всем спасибо за просмотр, удачи и здоровья. Пока-пока.